Друзья, поздравляю в первую очередь вас с теперь уже окончательно наступившей весной. Желаю вам апреля счастливого, везучего, денежного или как минимум спокойного. У меня гадание на апрель для рыб. Я знаю, вы скажете, что поздно, с опозданием. Вы меня не дождались и уже насмотрелись, естественно, разной косноязычной, восторженной ерунды. Но кто дождался, тому вернется сторис, потому что я в порядке компенсации предлагаю вам написать под вашим видео, вот этим апрельским, вопросы в мою рубрику «Вопросы-ответы». Вы знаете, на моем канале есть такая рубрика, в которой я отвечаю на какие-то вопросы, кому-то гадаю на картах, кому-то гадаю на картах. Поэтому вот для водолеев и рыб, которым я опоздала с этим апрельским гаданием, так слегка, да, вот, я предлагаю писать вопросы к своим вот этим вот апрельским гаданиям, и я буду на эти вопросы отвечать. Пусть это будет, ну, хотя бы небольшая компенсация для вас, если вы ждали и все-таки меня дождались, не смотрели там глупостей всяких других. Вот. И апрель, ну, прекрасен, да, потому что это весна, потому что это то, что, наверное, все ждут, потепление, раздевание, в конце концов, возможность скинуть пуховичок. И в апреле 2 новолуния. Довольно оригинально, да, не часто это бывает. 1 30 апреля, причем 1 с утра, 30 вечером, то есть самое начало, самый конец месяца, это с новолунием. Новолуние интересно для всех, для рыб особенно, потому что Луна ваша покровительница, понимаете, да? Вот. И рыбы, как все водные люди, особенно подвержены смене лунных циклов. Если, например, для какого-то козерога или для овна какого-нибудь вашего соседа растет Луна или умирает, бывает фиолетово совершенно, да, то для рыб неизбежно это ощущается, причем по-разному каждым, но обязательно ощущается. Приливы, когда полнолуние, отливы, когда, соответственно, новолуние, ну и так далее. Поэтому для вас рассказ про Луну какой-то особенный, да. Вот, новолуние – это новые планы, возможности, приход новых людей, новых надежд, что ли, в вашу жизнь. И в апреле дважды у нас такая возможность есть, как бы переродиться, обновиться и ринуться, так сказать, навстречу мечтам. 30 апреля новолуние к нам придет с частным солнечным затмением. Солнечное затмение – это такая вещь тоже интересная, потому что мы его, как всегда, не увидим. Почему-то все лучшее достается не нам, а Южной Америке. Все эти солнечные затмения из Аргентины всегда видны. Вот. Но, тем не менее, на жизнь наша влияет. В этот раз солнечное затмение будет на оси Телец-Скорпион. Это денежная ось в зодиаке, а это значит, что конец апреля как-то преобразует для нас с вами финансовую жизнь. Она уже сильно преобразовалась, чрезмерно, да, за последнее время. Ну, в конце апреля что-то еще большое, такое фатальное должно случиться. И я, признаюсь, сделала опрос в своем телеграме, в инстаграме, просила проголосовать, какие карты вы хотите видеть для себя. Вот в гадании на апрель у меня такое сложилось впечатление, что рыбы в большинстве своем выбрали классику. Не верьте названию, здесь карты, видите, называются как бы классическое таро. Вы сейчас увидите, это совсем не то. Это какая-то помесь марсельского и испанского таро. Ну, а система классическая, райдеровая это, да. Вот такие вот карты. Ну, по-моему, я все сказала, да, небольшое предисловие случилось. А сейчас на гадание настройтесь. Настройтесь на ваш апрель. Расскажите картам по секрету, а чего вы хотите, что вы хотите, чтобы сбылось, ваши мечты. Задайте картам ваши вопросы для того, чтобы это гадание сделать, ну, менее общим, а более
ну, частном. То есть вы его к себе как присвоите, понимаете? Если вы, вот пока я раскладываю карты, достаю, если вы успеваете задать вот свои личные вопросы, вы как бы это гадание присваиваете, притягиваете указания карт, перетягиваете на себя. И это, тогда ответы будут точнее, более подходящими, более полезное гадание, чем нежели вы его вот так просто слушаете, отвлеченно пространство, как будто про кого-то, да? Вот, а как будто бы не про себя, хотя, возможно, вы как раз про кого-то и смотрите. Первые 3 карты нам расскажут, как сложится профессиональная рабочая жизнь у рыб, гадание на работу. Бизнес, творчество, сюда можно объединить вообще все, что вы называете работой. В современном мире люди очень разные занятия называют работой, понимаете, да? О чем я? Вот. В общем, свое. Спрашивайте о вашем. Раз. Очень уместно. 2. 3. Ну, прекрасно. Вам достается категория работа. Туз жезлов. Максимально подходящая карта. Сейчас я расскажу. Король динариев, король пентаклей. Это очень крупная денежная карта. И 3 жезлов. Оптимистичная. Оптимистическая – это карта, которая советует все продолжать и обозначает как раз продолжение. То есть она как будто бы исключает окончание нежелательное чего-то или какие-то нежелательные остановки, нежелательные потери. Обо всем по порядку. Туз жезлов считается крупной, прям карьерной картой. Как любой туз, он обозначает шанс отхватить вот какое-то такое профессиональное везение, какую-то профессиональную состоятельность. Ну, конечно, проще всего представить либо новую работу, которую вы находите, новую работу, которая настолько хороша, что выглядит как профессиональный прорыв. То есть здесь есть все, здесь есть энергия, здесь есть везение, здесь есть спешность, срочность. Этот же туз несет честолюбие, честолюбивые замыслы и утоленное, удовлетворенное честолюбие. То есть получается, если вы ищете работу, то вы здесь находите работу, которая одновременно про которую одновременно вы говорите, что ну надо же, как мне повезло, и при этом она очень вас балует самолюбие ваше. То есть это работа, которой вы гордитесь и про которую с удовольствием, радостно рассказываете там, друзьям и родственникам. Вот. Либо, второй вариант, если работа уже есть, то это, конечно, назначение на новую должность, либо новый какой-то проект на той же работе или в том же бизнесе, новый проект, который тоже выглядит как шанс. Шанс отличиться, шанс заработать внимание начальства, шанс заработать денег и так далее и тому подобное. А по поводу шансов заработать, конечно же, король пентаклей здесь. Крупная денежная карта. Видите, шанс заработать на новой работе или на старой, новым бизнесом или старым, неважно. Важно, что это большая сделка, это большой какой-то договор, это появление нового. По техническим причинам я вынуждена прервать наш с вами разговор. Я обязательно вернусь. Не переключайтесь. Да, друзья, король пентаклей здесь это просто деньги. А рядом с вот этим вот тузом это возможность хорошо заработать. Но не просто заработать. Это скорее даже возможность как-то преобразовать свое профессиональное и финансовое, соответственно, будущее. Повышение зарплаты, может быть, выход в бизнесе на какие-то новые статусные рубежи, на какие-то новые уровни. То есть вы заключаете, например, сделки на большие, на порядок суммы, чем прежде, потому что у вас меняются стратегические задачи в вашем бизнесе. В общем, все очень-очень хорошо.
Тройка жезлов, казалось бы, меньше, чем предыдущие карты, но она, наверное, самая как раз оптимистичная, потому что она описывает продолжение. И вот эта сделка, и вот этот проект, и эта работа, эта должность, эта карьера, все продолжается. Тройка жезлов как бы открывает новые горизонты. То есть вы не просто в какой-то благополучной точке в профессии, в работе, в бизнесе находитесь, но вы из этой точки, до которой вы добрались, с этой вершины, видите ясный такой горизонт и вершины еще больше. То есть, понимаете, да? Тут все очень хорошо, бесконечные достижения, но есть куда стремиться. Новые достижения тоже очевидны. Это очень карта такая, карта оптимистичных людей. И в целом, вместе в таком наборе, конечно, карты советуют рыбам, ну, на эти шансы, естественно, соглашаться, их не нужно пропускать. Наверное, король Пентаклей советует быть практичными вам. Рыбы считаются не самыми практичными людьми, хотя жизнь показывает обратное, да? Быть практичными, то есть возможности оценивать именно с точки зрения выгоды, материалистический подход здесь какой-то такой вот нужен. Ну и самое главное, что будущее нужно не только радоваться настоящим победам, но и с большой радостью, с большой активностью смотреть в будущее. И да, в целом карты, конечно, очень активные, то есть у вас будет и настроение, и ресурсы, и поводы активничать, совершать, более изысканное слово, да, такое, совершать. Это время для свершений. Вот. Теперь непосредственно зададим картам вопрос про деньги. Как сложится финансовая жизнь у представителей знака Рыбы в апреле 2022 года? Тоже задавайте ваши вопросы. Хотите вы что-то продать или купить, или хорошо заработать, или вернуть какой-то долг. Мы про все про это будем говорить. 3 карты тоже. 1, 2 и 3. А в категории деньги рыбы получают 2 жезлов. Неплохо. Карту звезда. Тоже нормально, да? И карту луна. Но в целом это, знаете, такой набор более не тревожный, нет, но имеющий отношение, кстати, к вашему знаку, потому что отчасти эти карты имеют каждая там по-своему какое-то астрологическое соответствие со знаком Рыбы. А вместе в таком наборе вот вся эта троица обещает вам раздумья на тему денег. Но это и хорошо, потому что не было бы денег и не было бы раздумий, да, понимаете? Карты говорят, что вы, это вот, видите, 2 какая-то остановка, это ваш очень серьезный, напряженный, ответственный выбор про деньги, то есть будет о чем подумать. Карта звезда – это некая финансовая мечта, некая финансовая планка, и некое вот такое вот финансовое воплощение. Ну и карта Луна – тайна, растерянность. Причем тайна может быть как это тайная информация для вас, либо это тайна с вашей стороны, такое дело какое-то денежное, про которое вы предпочитаете не распространяться. И правильно, до определенного времени вообще ничего не надо рассказывать людям, даже близким, или я бы сказала, особенно близким. Не нужно рассказывать. А в целом вот карта описывает такой сценарий. Очень серьезный выбор вас ждет, связанный с деньгами. Разный. Продавать или не продавать, покупать или не покупать, вкладывать или куда вкладывать, а возвращать долг или нет, или простить уже себе его. Вот. Это момент остановки. Карты, интересно, что они все очень статичные. Вот это статично, это и это. Они все описывают, ну, как бы, знаете, такую стоячую энергию, очень застойное пространство и никакого движения. То есть это для вас выбор, который
обязательно нужно будет делать, но неизвестно, сделаете вы его в итоге или нет. Судя по всему, речь идет о больших деньгах, весьма таких ощутимых, которые как-то соотносимы с вашей мечтой, ну или с вашими представлениями о достатке там, вот. И видите, Луна, она вообще считается достаточно плохой в денежных гаданиях, потому что она описывает вещи неуместные в финансовых расчетах, растерянность, упущенное время, обманы, ложный выбор, вот, и так далее. Вполне возможно, да, что вам не удастся принять решение крупное, денежное, из-за недостатка информации, из-за того, что что-то очень запутано, что-то очень отложено. Но это неплохие карты. Они не обещают вам провал или дефицит. Они только говорят о том, что в худшем случае вы сильно-сильно запутаетесь в своих деньгах, растеряетесь, не будете знать, например, куда их вложить. Вот вы много заработали, например, если вы предприниматель, неожиданно большие прибыли на вас свалились, огромные. А дальше вы остановились в замешательстве, значит, в какой-то философской такой позе. А что же с этими деньгами делать? Вложить их куда-то там, в акции какие-то, во что-то еще. Или уже купить что-то большое. А может, не трогать. Ну, то есть, понимаете, это вот такой момент, когда ничто не движется снаружи, но все движется в вашей голове. Серые клеточки активно работают, пытаясь принять судорожно какое-то вот такое решение. Это все достаточно благополучный сценарий, я рассказываю. А вот в самом-самом, знаете, прям вот жутко негативном прогнозе это может быть обмануться с мечтой, с какой-то денежной. Знаете, обмануться. И так, что вам пусто будет. Вот что значит обмануться? Это не обман же со стороны, это вы обманули как будто сами себя. И максимальная досада в этой связи, если вы, например, копили деньги на какую-то крупную покупку, а тут в результате, ну, не знаю, там, кризиса какого-то или из-за общеизвестных каких-то событий эта вещь исчезла из продажи или цена на нее выросла в 10 раз, как на что-то же выросла, сейчас уже цена в 10 раз. Вот. Что карты советуют? Ох, они советуют не торопиться. Вот однозначно вам нужно не торопиться и во всех денежных делах дождаться наступления, ну, вместо Луны Солнца, потому что под лунным светом все такое призрачное и размытое. Нужно подождать какого-то другого времени, когда уже взойдет Солнце и наступит такая настоящая честная ясность. Вот так. И теперь про любовь. Наверное, не надо, и это будет лишним, напоминать вам, что апрель исключительно романтический месяц, потому что в апреле чудесная погода всегда помогает верить в чудеса и настраивает на романтический лад. Даже меня вот настраивает, потому что я в какое бы окно ни посмотрела, у меня здесь все в цветах цветут. Плодовые деревья, белые, розовые цветочки, все усыпано. Ваши вопросы про любовь, пожалуйста. 3 карты на любовь рыбам. 1, 2 и 3. Ну что ж, ох, карты крупные и самое главное про любовь такие. Вам достаются в категории любовь карты повешенный, старший аркан, карта влюбленные, старший аркан. Чувствуете, по риторике уже чувствуете, что мы очень-очень близки к теме, да? Если есть карта влюбленные, значит есть любовь, или как минимум влюбленность. Где-то там ее трудно границу провести, да, между любовью и влюбленностью. Много есть признаков, но все они, мне кажется, очень недостоверны.
И шут, нулевой аркан. Ну что ж, начало какой-то невообразимой, очень крупной, даже в масштабах целой вашей жизни любовной истории вас ждет, дорогие рыбы. Аж 3 старших аркана. То есть при всей насыщенности профессиональной жизни, при всей запутанности финансовой жизни, все-таки главное, самое ответственное, серьезное, основное случится у вас, произойдет именно в теме любви. Про любовь. Нулевой аркан. Мне больше всего нравится, что эта карта описывает момент безумия, потому что шут, дурак, он же безумец, да, он безумец. И вот эта карта описывает тот самый необходимый момент, с которого правильная любовь начинается. Если вам доводилось в жизни переживать такую настоящую любовь, вы знаете, что в первый момент, когда двое встречаются глазами, и между ними вот бьют эти молнии, там стрелы Купидона летят, этот момент вполне себе безумный. То есть с чего начинается настоящая влюбленность? Вы просто теряете разум и способность адекватно оценивать обстановку и адекватно мыслить. Вот это самый, наверное, такой завораживающий момент. Вот. Ну и потом шут — это всегда начало, это новое знакомство, это неиспытанные доселе вами чувства какие-то, ну знаете, новые. Для многих это приход первой любви, наверное. Хотя каждая любовь, наверное, воспринимается как первая. Есть здесь карта повешенной, которая всего лишь к этому хорошему раскладу добавляет ответственности. То есть все, что у вас на тему любви произойдет в апреле, это будет всерьез и надолго. Это принесет вам много и несвободы. Ну, мы знаем, да, что партнерство, вообще жизнь в паре или существование в паре — это в первую очередь, конечно же, не свобода. Плохо это или хорошо — это вам решать, да? Но это невозможность самостоятельно выбирать. Многим это нравится, да, не будем углубляться. Вот карта повешенной говорит про наступление очень сильной привязанности вашей к какому-то человеку. Ну, гадаем мы вам, поэтому все карты проецируем, естественно, на вас. Они проецируются на вас. Вот, и, конечно, это привязанность, страсть в некоторых случаях, зависимость, аддикция, как хотите это назовите, но, наверное, так и должно быть. Но самое главное, что у нас здесь выпадает карта влюбленная, 6-й аркан. Она именно так и называется, пара. То есть вы, если вы сейчас одиноки, вы с кем-то окажетесь в паре, и причем прям связанными и волнением, и зависимостью, страстью. А если вас интересует история уже, которая есть, то есть продолжение романа, брака, то, судя по всему, и отношения выйдут на какой-то невиданный прежде серьезный уровень. То есть вы в апреле уже сможете уверенно называть себя парой, что вы в паре. Это может быть и официальная помолвка, например, или вообще какое-то полуофициальное признание или ваше признание себя парой. Это проявляется по-разному. Кто-то знакомит, например, вас со своими родственниками, кто-то вводит вас в круг друзей. Может быть, вы какую-то проводите роскошную совместную фотосессию уже для двоих, для того, чтобы в соцсетях показать себя вдвоем. В общем, образуется или складывается пара с новым человеком или с тем, с кем вы просто еще до этого момента не дошли. Вполне возможно, что с такими картами происходят и примирения. Но если мы говорим о возвращениях чувств или о примирении, то здесь, конечно, идет очень большая специфика. Если ваш вопрос с картам такой, то есть вернется ли к вам бывший, будем ли мы снова вместе, как часто вот девочки любят спрашивать, то да, очень-очень вероятно, что вы будете с кем-то снова вместе. Но только смотрите, не говорите, что вас не предупреждали. Вполне возможно, что вы сделаете этим возвращением
глупость, потому что никто не отменял значение карты. Это шут, он дурак, понимаете? Вполне возможно, что это ну, не так по-взрослому, не так верно, что ли, правильно будет. А с другой стороны. А потом карта повешенной говорит, что это не свобода, и возвращение этой любовной истории или возвращение этого человека принесет вам обременение и потребует достаточной жертвы от вас. Или, может быть, принимая назад кого-то, да, бывшего мужа, например, впуская в свой дом, вы чем-то жертвуете, и вот вам нужно будет в этот момент очень правильно оценить, соотнести размеры, ну, радости от этого возвращения, да, и размеры вашей жертвы. То есть приобретаете ли вы столько же, сколько теряете, чем жертвуете. Может быть, вы жертвуете своим свободным будущим или будущей любовью, которой еще, может быть, и на горизонте нету. Вот. Поэтому здесь, ну, во всех случаях карты очень-очень серьезные. То есть здесь даже масса советов для вас. Безусловно, приходу такой крупной любви, такой серьезной любовной истории стоит поддаться, ну, потому что не так часто в нашей жизни это все бывает. Однако, и это не совсем праздник. То есть мы иногда видим тоже хорошее гадание на любовь, но там любовь выглядит как праздник, как что-то легкое, такое, безусловно, приятное. Здесь нет, здесь более идет... Да, вот карта влюбленной говорит, что вы встретите свою вторую половину. Половину, многие так любят, тоже так формулируют вопрос. Встречу ли я вторую половину? Вот именно что половина, потому что здесь эта карта предполагает какое-то нерушимое, неделимое целое, какую-то цельность между двумя людьми, которых друг от друга по прошествии времени без мяса нельзя оторвать, понимаете? И это вроде так хорошо, об этом все мечтают, но при этом это дико-дико ответственно и несет много-много веревочек. Видите, тут веревочки у него на ногах, на руках веревочки, поэтому тут ваш выбор. Я бы сказала, что это большая любовь, это большое чувство, и это долгое серьезное партнерство, но в котором придется много отдавать. Наверное, вот одной фразой можно так сказать. Заранее посчитайте ресурсы ваши. На моем канале, кстати, есть видео, я не помню, как, по-моему, в рубрике «Вопросы и ответы», где я перечисляю как раз ресурсы, которые прям по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, которые нужны для того, чтобы начать любовную историю, для того, чтобы хотя бы люди друг за друга вот зацепились и хотя бы на первых порах оказались вместе или смогли побыть как бы вместе. Вот эти все ресурсы надо посчитать, их достаточность, что вы имеете, фишки ваши для этой ставки. Ну и теперь дом, семья, отношения с родственниками. 1, 2, 3. Тоже 3 карты для вас. И вам здесь выпадают, 5 мечей. Рыцарь жезлов и 6 мечей. Но знаете, такой непростой набор. Из общего беспокойства и перемены вас ждут дома. Это связано с детьми, со старшими родственниками, с домом, с этим, как это, ЖКХ, да, ЖКХ, вот, например, от водопровода до, там, я не знаю, канализации, отопления. Это все, что у вас дома происходит. И здесь мы видим 5 мечей, противная, ужасная карта. Это ненужная война, претензии, ссоры, выяснение отношений бесконечное, которое уже было и которое будет и никогда не прекратится, потому что, ну, этот спор не имеет решения. 5 мечей всегда гадающему советует не развязывать войну. Вот это для вас совет, например, в апреле. Не ходите судиться с соседями за то, что они вас залили, например. Ну и вообще не привязывайтесь ко всем
жителям двора, потому что они там ваше парковочное место занимают. То есть такая ненужная и очень-очень с последствиями ссора здесь есть. Собственно, сам персонаж или оппонент для ссоры здесь есть рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов, фигурная карта, сам по себе это как бы неплохой человек, но вот в сочетании с пятеркой мечей именно он, именно вот этот вот рыцарь жезлов, да, может оказаться вашим врагом. Если это не кто-то снаружи, то это кто-то в вашей семье. Рыцарь жезлов, мужской персонаж, достаточно дерзкий, молодой человек, который знает, чего хочет, и именно с которым вы можете поссориться или от которого будете слышать претензии. И интересно, что здесь есть еще и шестерка мечей. А шестерка мечей обозначает перемены и некий выход из ситуации. Поэтому при хорошем раскладе это будет лучший сценарий. Вы найдете в апреле выход из какой-то затяжной, очень противной ссоры внутри семьи или на тему вашего дома, на тему недвижимости. Найдется выход. Вообще не тот, который вы хотели, не тот, который вы планировали, а просто, знаете, по воле рока так случилось. Вот. И что-то тогда плюс-минус благополучно, скорее нет, но прекратится, да, прекратится ссора, прекратится какое-то противостояние, просто потому что предмет, скажем так, обсуждаемый, изжил себя, отсутствует. Вот. И ну, это хороший сценарий. Хотя, может быть, здесь и масса плохих. Например, вот эта ссора, вот это вот противостояние приводит вас в тупик или подводит вас к необходимости принимать какие-то срочные решения, связанные с семьей и домом. Причем решения это такие, которых вы не хотели, которых вы не планировали. Поэтому, ну, поскольку все на мечах и чуть-чуть на жезлах, готовьтесь в семье, по месту жительства обеспокоиться, ну, немножко повоевать или избегать каких-то чужих провокаций. Вообще шестерка мечей-то по итогу, да, это обнадеживающая карта. Она говорит, что перемены, даже максимальные, если вам придется, например, дом поменять, да, ну какой может быть на эту тему максимум? Переезд какой-то максимальный. Или перемены в составе семьи, потому что какой-то конфликт неразрешимый случился. В итоге это будет все очень-очень к лучшему, но поймете вы это значительно позже. А сейчас пока придется только волноваться и, знаете, так неуверенно обозревать будущее, ну, без надежды на спасение, без надежды на успех. Что ж, друзья, дорогие зрители, постоянные новые, я вас благодарю за то, что вы посмотрели это гадание. Я очень надеюсь быть вам полезной. Еще раз желаю вам веселого или спокойного хотя бы апреля, и мы еще увидимся.